Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю вам общий расклад Таро. Он ходил к гадалке, и вот что она рассказала о вас, о ваших отношениях, о вашем будущем, о вашей ситуации и как карты Таро видят вас и что он пытается о вас узнать или о ваших отношениях или о вашей ситуации в отношениях. Давайте посмотрим. Начнем с ситуации, а там посмотрим полный ченнелинг без каких-либо запланированных вопросов. Что будет всплывать, то и будем смотреть. Настройтесь на себя, на своего мужчину, на свою женщину. Расклад можно смотреть с двух сторон. И можно даже и мужчине, и женщине посмотреть на отношения, да, со стороны, да, или как ситуацию видят карты, если вдруг ваш партнер не пойдет. Можно смотреть, если вы чувствуете, что он ходит, да, проверять, да, может, что говорят не только гадалки, а может быть кто-то со стороны ему что-то говорит о вас. Смотрите, скорее всего, все-таки ходит мужчина. Дивас. И у него есть, он по характеру такой, настоящий мужчина, с точки зрения, в нем есть бойцовский дух, храбрость, он целеустремленный, то есть идет с конкретной целью к гадалке, да, и, возможно, не может понять, для чего ему эти отношения, да, возможно, хочет прояснить ваши цели, то есть здесь, как минимум, некие цели. То есть либо ваши, либо его, либо свои. Но вы уже смотрите по своей ситуации. Если вы видите, что он как будто бы бесцельный, да, какой-то, может он и свою цель хочет понять. А если он вас не понимает, то пытается разобраться в ваших целях. Давайте дальше смотреть. Этот человек как минимум сомневается, стоит ли с вами объединять судьбу, и чтобы вы были продолжителем рода, то есть были продолжительницей рода. Неважно, кто вы, здесь мужчина, например, хочет понять, можете ли вы быть продолжительницей рода, могут быть дети, судьба не судьба быть вместе. Древо миров — это связь поколений как минимум и духовный рост. Но здесь я почему-то чувствую, что именно стоит ли с вами объединяться, чтобы быть родственниками в будущем, да, что-то серьезное выстраивать. Далее, давайте дальше посмотрим. Смотрите, все это из-за ревности. Есть некая страсть, огонь, очень сильная активность, гиперактивность, и он может даже, подумывать, не сколько подумывать, сколько где-то намереваться, подмагичивать на вас. Это он может, этот человек, потому что, во-первых, сам по себе такой же, тип достаточно решительный, да, активный. И, прежде чем что-то с вами объединить, он не понимает, хватит ли у него сил, с одной стороны. Может быть, вас каким-то образом к себе немножко, да, прикрутить, да, присоединить. И может также сомневаться в вас и спрашивать ее, какие причины, да, его туда толкают. Магичите ли вы на него, да? То есть как женщина. Есть ли магия? Здесь стихия огня — это все-таки активность. Больше всего им движет некая ревность, да, и сомнения пока что. Стихию огня мы потом еще посмотрим дальше. Здесь очень много, такой силы неконтролируемой. Как минимум здесь очень сильная ревность. Он может вас ревновать. Здесь больше такое про ревность. Может не доверять вам. И может накручивать себя. Просто какие причины. Да, это просто накручивает себя из-за силы характера. Некая агрессия есть, неконтролируемая энергия. Да. Потенция здесь больше, да. Она даже про агрессию в стиле ревности, да. И есть неуправляемая энергия. Возможно, если вы что-то на него делали, он может чувствовать эту магию на себе. Или сомневается, стоит ли на вас магичить или не магичить. То есть, если уже тогда идет, наверное, какой-то, действительно, какому-то специалисту серьезному обращается. То есть, на все руки мастеру. Еще одна карта и движение. Смотрите, здесь мотивами обращения к
эзотерику, мистику, гадалки там и так далее, ясновидцу. Есть узнать, какие ваши цели с ним, проверить вас на верность, потому что здесь вот эти вот карты, и ваши мотивы, ревность, магию проверить, вот она центральная карта, и насколько вы надежны, и не магичите ли вы на него. Вот эти вот основные моменты, которые он хочет для себя прояснить. Давайте посмотрим, что ему говорит гадалка, маг, да? Ну, тот человек, может быть, друг подруга, тоже можно посмотреть в таком контексте. Насчет вас, да, каковы ваши цели? Вот он спрашивает, да, он, она, для чего со мной, какую цель преследует, да? Здесь карта ограничений, и, ну, она ему так говорит, да, ну, давайте будем говорить, что она все-таки уже, ладно. Она ему говорит, она хочет, или он хочет сделать тебя своим, то есть она хочет ограничивать тебя, не дать тебе уйти. Здесь, видите, такое ограничение, и, ну, давайте так скажем, попытка вырваться, да, кто-то пытается вырваться на свободу, ну, может быть, если это женщина, да, то она, может быть, благодаря тебе будет более свободная, да, то есть, может быть, она хочет, чтобы ты ее освободил, но особенно это актуально для женщин, которые там в браке, да, еще или ведут треугольные отношения, да, или сделать тебя несвободным, тут уже прикладывайте к своей ситуации, да. Приравниваете. Следующий, давайте вопрос узнаем. Что она говорит ему о том, стоит ли ему вот как бы объединять свои судьбы ради семьи, да, ради продолжения рода. Стоит ли? Да, это не исключено. Здесь замочная скважина, и если есть замочная скважина, то есть ключ. Поэтому, да, она говорит, ты можешь на ней там жениться или выйти замуж, потенциально можешь иметь детей и так далее. То есть у вас могут быть дети, и женитьба, и продолжение рода здесь не исключается. Особенно если она женщина, а ты мужчина. Да, вот если, особенно если мужчина пришел, и речь идет о женщине. Окей. Давайте узнаем. Вот он интересуется. Изменяете ли вы ему, да? Есть ли измена? Вот что она говорит по поводу измены ему. Ну, не просто ж так он и ревнует. Это карта о прошлом больше, и карта темная. Она не видит и говорит так, что я ясно не вижу этого. То есть я не могу тебе сейчас сказать. Может быть, сейчас и нету этого. То есть если измена, вряд ли. Но если есть ли повод ревновать, да. То есть напрасно ли я ревную, он спрашивает. Она говорит, нет, не напрасно. А изменяет ли она мне вот, в сексуальном аспекте? Ну, темнит, но вряд ли. Потому что это больше о прошлом. Может быть, когда-то у нее просто был не один партнер. Вот этот момент может быть. То есть, если у вас было там не один, не два, не три, да, ну, условно говоря, уже там какая-то коллекция, да, то если вы ему говорите, что у меня, кроме тебя, ты у меня самый лучший, да, ну, вот прямо вот так и акцент делаете, то, ну, она говорит, нет, у нее были весомые партнеры для нее, да, и, ну, тут с точки зрения недоверия, то есть, она тебе не говорит правду, вот именно, а с точки зрения изменяете ли вы ему или нет, ну, она говорит, вряд ли она изменяет, просто вот она не до конца искренне с тобой, не до конца откровенна, и вот это уже будет поводом для него, как для недоверия, вот это, да, тут есть это. Здесь еще неуправляемая такая энергия. Вот давайте, что она ему говорит по поводу вашей магии на него. Вашей магии на него. Ну, он это будет прояснять дальше. И она ему говорит так. Она может на тебя, может быть, и магичит, но Луна-то все-таки есть, да, здесь. Но ты сам будешь чувствовать, если ты сможешь управлять своей волей и, ну, например, не будешь такой агрессивный, да, не будешь такой вспыльчивый, или если ты не был такой вспыльчивый и агрессивный до того, как
ты с ней познакомился, значит, скорее всего, она тебя не магичит на тебя, да. Ключ в тебе, она ему говорит. Ты сам почувствуешь. Но она ему так говорит, что у вас могут быть дети, если ты обуздаешь свою энергию, если ты обуздаешь свою силу яри. Вот, он действительно такой достаточно жесткий человек. Может быть, с вами стал, может, начал ревновать сильно и так далее. Вот, она ему еще говорит больше даже так. Ты по себе почувствуешь, но тебе нужно разобраться именно в себе, в своих энергиях. С твоими женщинами, которые, ну, особенно если это мужчина, все-таки тут больше, с которыми ты был раньше. Вот это, скорее всего, даже не она магичит на тебя, а что-то опять из прошлого. Потому что, ну, в прошлом Луна. А Луна и к прошлому, да, она больше. Поэтому ты лучше вот как-то ко мне приди, да, и мы тебя посмотрим на прошлые твои отношения и есть ли на тебя вот эта энергия. Ну, мы сегодня будем о вас именно, да, смотреть, поэтому мы в его прошлое там копаться не будем, в его энергию. Ну, давайте посмотрим. Он спрашивает вообще, стоит ли ему двигаться дальше вместе с вами, да? Стоит ли ему двигаться дальше вместе с вами? Она им говорит, да, двигайся, сад, ты можешь быть счастлив с этой женщиной, да? Вот, либо ты ее освободишь от чего-то, либо она тебя подчинит, да, то есть тут уже смотрите. Дети могут быть, может быть семья. Она сейчас не до конца с тобой искренне, но это скорее всего потому, что ты сам не до конца контролируешь свои вот эти вот энергии, да, дикие. Она тебя может немножко побаиваться, опасаться, да, потому что, ну, и до конца не открывается, поэтому тут все зависит от тебя, как ты будешь вести себя с этой женщиной, несмотря какие у тебя отношения были до нее. И, возможно, твоя энергетика, вот это и твое подозрение магии от нее, то это просто из прошлого еще. Поэтому вот поставьте на паузу и напишите. Я не делала на этого мужчину или на эту женщину магии. Это значит на нем из прошлого эта магия. Понимаете? Ну и говорит, продолжай пока отношения. У тебя, ну, как бы... Есть будущее с этим человеком, будущее в твоих руках, продолжение рода возможно, и нужно вот просто загадывать. Кстати, желание 8 часов. Бьет хорошая карта. Время лимниската 8. Восьмерка Чарова — это 8 любви. Время возобновить любовь. Да? У тебя хорошая с ней, ну, перспектива зачать, возможно, ребенка или быть родственниками, да, вот объединить судьбу. Но готовься к тому, что, возможно, или тебе придется ее освобождать, или ты станешь ее, да, как бы. Но для этого тебе нужно вот эту свою ярость как-то урегулировать. Теперь давайте посмотрим. Вот он, когда ходит к ней, какие трансформативные процессы он проживает. Вот, условно говоря, что было до визита, что происходит на визите, какая магия. Скорее всего, он идет все-таки больше к женщине. Но здесь огонь, ну тут такое даже без разницы, куда он идет, к кому, к мужчине или женщине. Первый вообще мужчина, он может и к мужчине ходить. Тут очень много мужской энергии. Мужская, мужская, мужская и тоже больше мужская. Итак, вот какой он к ней приходит, да? Ну, соответственно, когда он приходит к ней, это же он уходит от вас с такой энергией. Вот давайте, с чем он уходит от вас к ней? К этой гадалке, да, к этому специалисту. Вы знаете, он в недоумении, и вот он не понимает, он идет, чтобы понять, чтобы разобраться. Вот розмарин — это, во-первых, понимание, интеллект и концентрация на чем-то, или ясность какая-то. То есть розмарин, он развеивает, ну, прочищает мысли, да. И вот он идет от вас в недоумении, чтобы туда разобраться. Он реально, у вас общего языка нету. А вот здесь вот этот общий язык. То есть он вам, не доверяя, ну, идет к какому-то другому человеку, ну пусть это будет гадалка, да, или к подруге, да, или к другу, и пытается вот это вот все обсудить, понимаете? То есть для того, чтобы внести ясность своему уму. Хорошо. Далее. Смотрите, какой он вас воспринимает сейчас в этих отношениях, как партнершу особенно, да, ну или как партнера. Или какую глубину он вас видит, или что внутри вас он видит, или какой он вас видит. Ну, здесь, смотрите, здесь огонь выпадает. И огонь — это здесь и страсть, и похоть, и энергия. Вот она, стихия огня, да.
Активность, страсть, вот тут две страсти. Поэтому он либо эту страсть видит как гиперактивную, да, то есть очень много страстей, и он начинает как бы там сомневаться. Либо вы очень холодный человек, то есть он тогда не понимает, может вы эту страсть как-то куда-то сливаете на другого партнера или на другую партнершу, понимаете, да? Что происходит с ним во время сеанса? Какая магия? Как она на него действует? Этот мастер-специалист. Помогает она ему действительно или не очень? Но с точки зрения того, что она говорит, ну, здесь неплохо все. Но все равно, потому что они друг друга не подходят. Да? Ну, смотрите, здесь соль. По соли это всегда, ну, соль это вот вы видели, у меня стоит на обрядах, ритуалах. Это всегда защитный элемент, и это элементы обряда такого. То есть он как на обряд ходит. И что он там получает от этого мастера? Он получает какие-то свои границы, да, он понимает какое-то понимание. Он где-то успокаивается. Почему? Потому что соль, она про очистку, да, о границах, об охране какой-то, о защите. Вот. Поэтому он успокаивается и чувствует, знаете, как он выдыхает все равно, да, то есть и ко мне вот даже, вот я же для женщин сейчас говорю, часто мужчины обращаются, да, и они потом так, фу, ну хорошо, ну хорошо так, вот, ну как бы снимает это, она ему снимает напряжение, этот человек или этот мастер, этот специалист. Как минимум, смотрите, эта мастерица или мастер, она вам помогает здесь, а его как бы энергию немножечко гасит. Хорошо это или плохо? Ну, это не хорошо, не плохо. Это вот в этом раскладе это так. В другом бы раскладе могло быть все наоборот, где она бы его или он настраивал там против. Да. Здесь вот он последний раз, наверное, когда был, вот, его немножко попустило. Окей. Что с ним не так? Что он понимает после этого? Что с ним не так? Вот что он осознает о себе? Давайте посмотрим. Да, вот здесь такое опять защита, этот пентаграмма, да, и да, он понимает, что ему нужно с собой работать. Пентаграмма света, он понимает, вот, смотрите, тавтология, он понимает, что себя не понимает, да, что ему нужно, как бы, может быть поспокойнее, поплавнее, менее ревнивым, менее, может быть, жестким, менее мискулиновым, да, потому что есть такие мужчины, они вот так заигрываются в мужчину, да, что вот просто вот они как с другими мужчинами, так и с этим, с партнером со своим, да, так и с этим. Ну, такое, да, бывает по-всякому. Вот. И, ну, и женщины тоже бывают, заигрываются или в свою женщину, или заигрываются в мужчину, да. То есть вот разобраться в себе, да, он понимает, что пятый элемент – это он, дух. Есть здесь и где-то он все равно вот соль, пентакль, это все защищенность, это очень хорошо. Все карты как бы идут в алгоритме логики, выстраивания гармоничных энергий, здесь все хорошо с ним становится. То есть оно ему не вредит, пусть ходит, лучше пусть ходит туда, чем не ходит пока. Ну, во всяком случае, если вы так чувствуете, да, и после этого расклада вам стает легче, то... Хорошо, как он смотрит на ваши отношения после того, как сходил к гадалочке, да, или к мастеру? Ну, смотрите, есть арка, это прекрасная карта, которая говорит всегда о каком-то прохождении чего-то. То есть это снимает с него напряжение, и он чувствует себя в состоянии такого перехода. Ну, вообще эта карта, она больше к руне Турисас, да, где есть проход некий, да. И он как бы не опускает руки, он хочет дальше продолжать эти отношения, двигаться вперед. То есть здесь гармонично получается. То есть для него этот мастер, она, ну, такое резюме можно короткое сделать. Мы еще сейчас посмотрим мысли, чувства, планы, действия. Она для него помощник. Он для него помощник. Неважно, еще раз, кто с ним работает, мужчина или женщина. Она для него помощник. И как бы, ну, пока что на здесь и сейчас, если вы, допустим, смотрите просто на будущее, то, ну, будет все хорошо пока что, да, все классно. Окей. Что он думает? Вот представьте себе, он сходил, да, на этот, на сеанс, да, гадалки к ведьме, и что он думает о вас сейчас? Давайте смотреть. Ну, во-первых, он думает, чувствует себя одиноким, И он думает, что вы, знаете, по отшельнику, что вы мудрый человек. Он думает, что вы даже где-то мудрее, чем кажетесь. Но и в себе, знаете, пытается все-таки разобраться. Это внутренняя карта больше. Поэтому давайте так скажем, что он думает о вас сегодня. Он думает о том, как вы будете завтра. Слышите, да? То есть он пытается с этим разобраться. И вот на этом фоне он пытается разобраться в себе со своими вот этими вот тараканами. Знаете, этот человек достаточно опасен чем, что у него может быть неконтролируемая ярость.
именно ярость, агрессия. Она может быть из-за характера, она может быть из-за пережитой травмы какой-то в детстве или приобретенной, как ПТСР, да, посттравматичный синдром, или алкоголь, да, тут тоже может быть луна рядышком. Вот, и ему нужно себя беречь, и вам как бы и себя беречь с ним пока что, и его беречь в том числе. Это такой человек, которого лучше не злить, не дразнить. Вот. С ним нужно мягко. И, может быть, ему и не хватает, он такой сильный, мускулиновый, потому что там или вырос в таких условиях, или в одиноких условиях вырос. У него, может быть, не было родителей, да, там, или в детском доме вырос, или в очень каких-то обстоятельствах жестких. Поэтому вот он и пытается разобраться. Но вот поэтому-то он и думает о вас как о мудром человеке и о человеке, который может помочь. Это как карта доктора, в принципе, да, и он думает, что вы его где-то, может быть, можете или исцелить, или поддержать, да, ну, начальник это целитель всегда, или поддержать, или на вас можно опереться, то есть вам можно доверять. Он ищет доверие, по сути, он не доверяет миру, он агрессивен из-за того, что агрессия – это недоверие к миру, агрессия – это дикость, это инстинкт. И вот недоверие к миру он ищет в вас, понимаете? Что чувствует к вам? Давайте посмотрим прямо сейчас. Чувство. Вы знаете, он чувствует к вам тепло. И вот эти мысли, вот они в мыслях. Чем больше он думает и пытается разобраться в себе, тем больше тепла к вам. То есть, тем больше к вам доверия, тем больше ему с вами комфортно, уютно. Посмотрите, какая чудесная карта. И он чувствует, что может быть счастлив, да, вот где-то в глубине, вот это очень глубина, это карта оно вообще, да, вот почитайте Фрейда, Зигмунда, да, я и оно, это вот оно. Хорошо, в чувствах у него тоже тепло хорошее, то есть если в уме он ищет свет и чувства теплые, то в душе он их находит, то есть разум с душой перекликаются, прекрасная комбинация. Сегодня прям какой-то благодатный огонь сходит на нас с вами, да, вот в плане, чтобы зажечь в сердце это свечение жизни, да, чтобы что-то возродить внутри. Хорошо. Как он видит, какой или каким он видит вас, да? Ну, или она видит вас. Смотрите, заботливой, особенно женщину он видит, заботливой, как мать. Он ищет мать вообще. Этот человек, вот запомните, в 99% случаев вот жестокие люди – это те, которые обречены материнской заботой, любовью, молоком, недокормленные и так далее. Да, вот, голодные на любовь. Вот сюда ревность, голодность на любовь. Он ищет спокойствие, да, и видит вас спокойной. И он, знаете, как будто бы рядом с вами пьет или молоко, или что-то теплое, или медовый чай, или имбирный чай, или облепиховый, или варенье розовое, или малиновое варенье. Он согревается. И его душа согревается вместе с вами. Это очень важно сейчас для него. То есть он видит вас своей маленьким, слабым человеком, и что он чувствует эту заботу, это тепло. Вот отсюда эта мудрость идет, да, где вы можете поддержать слабого человека. Окей, он видит вас заботливым. Ну, женщина здесь может видеть маленького человека, маленького ребенка. Окей, хорошо. Давайте посмотрим теперь, какие у него планы на вас. Вот он приходит, да, и начинает, вот как действует это все на планы. Рыцарь жезлов, хоть он может быть и далек от вас, да, отшельник все-таки, но он ищет вот новые цели, новые планы. Он как-то он выстраивает новое движение. Видите, здесь что? Эвос, да, движение, да, окрыление или какое-то общий интерес, общая цель. И здесь он хочет вот найти общую цель. Поэтому вот общие цели, общие интересы вас будут объединять. Запомните, вот вам сейчас можно, прямо сейчас, неважно, кто вы, мужчина, женщина, смотрите, можете нанести себе на запястье, ну вот у меня гальдрамин здесь, и вот где вот здесь вот букву М. Вот это руна Эвос, это объединение. Рыцарь жезлов это тоже целеустремленность. Он может все-таки там ревновать и тянет ее на секс. Это тоже движение в сексе. Ничего плохого здесь нету. Но, тем не менее, это может помочь вам объединиться в движении к новой цели. Окей? Пусть. Если вы сейчас рисуете эту руну и вам тепло, то вы чувствуете связь с ним и с ней. Ну, с вашим партнером. Окей? Давайте теперь спросим карты Таро. Что вам и ему дают эти отношения? Вот так вот спросим. Что вам и ему дают эти отношения?
Но здесь Луна, здесь нету еще пока ясности. И как минимум это, давайте так скажем, попытка или шанс явить свету что-то новое, родить, это раз. Разобраться в себе, это два. И открыть какие-то тайны и для себя, и для него. То есть быть честным, да, явить свет миру. Окей, две луны. Это две родственных души, может быть, и две загадки, две тайны. Два рождения и два явления Солнца, да, то есть это могут быть открыты тени, могут открыться тени в этих отношениях. Это колода именно ясности ума, где все играет на тенях, да, эта колода полностью построена на тенях. И что здесь полнолуние, кстати, вы смотрите, этот расклад записывается в полнолуние, энергия полной луны здесь. Это может наполнить вас как минимум чувствами, да, то есть здесь нужна коррекция у мужчины как минимум. Давайте спросим, с мужчиной здесь понятно, какая коррекция нужна мужчине. Это агрессия, ярость, недоверие к миру, ярь. То есть его яри много. Какая коррекция нужна женщине здесь? Давайте спросим, что может помочь женщине именно. Ну, смотрите, Ларгус. Ларгус это интуиция. Ну, понятно, что это интуиция, но это не интуиция, это вообще текучесть или женственность. Вот женщина здесь желательно, чтобы была именно женщиной, мягкой, нежной, утонченной, не агрессивной ни в коем случае. Поэтому женщине корректируйте, но уходите в женщину, уходите, бросайте этого мужика, мужик вам здесь не нужен. Вам женщина. Вот у вас мужик и так гипермужик здесь по вот этой комбинации. А в этой ситуации ваша мягкость, она, ну, давайте так скажем, она откроет, во-первых, вас по-другому, да, вот эту луну, и покажет ему настоящую женщину. То есть не бойтесь показывать ему слабость свою по этой карте. Поэтому прорабатывайте женственность, ну, интуицию, понятно, что вам проработать еще, да. Ну и свои тени. Вот если вы боитесь своей слабости, это ваша тень. А вашу тень вот как раз мы тут и прорабатываем тихонечко, да, незаметно, вы не замечаете этого. Окей. Хорошо. Как видят высшие силы ваши отношения вот сейчас, после того, как он сбегал туда погадать на вас? О, это жезл. Ну, смотрите, ваши отношения после того, как он там был, да, они в фокусе. То есть это направленная энергия. То есть и вы, и он теперь могут эту энергию направить правильно. Она не растворяется в Луне, да, в темной Луне не растворяется, да, а именно вот концентрируется, да, навстречу друг другу. И вот я бы этот вот жезл, да, как туз жезлов, я вот воспринимаю как шанс на возобновление, регенерацию отношений. То есть высшие силы говорят, что ваши отношения обновляются после вот такого вот похода. Вот ему действительно лучше туда ходить, пусть ходит. Ну, сегодня пусть ходит. Завтра посмотрим. Если это видео наберет там 1500 лайков, то будем смотреть в следующий раз. Напишите, понравился ли вам такой формат, где мы смотрим, что на него сказала ведьма, гадалка или колдун, да, какой-то. Давайте посмотрим. С точки зрения судьба, не судьба, эти отношения как могут высшими силами толковаться. Ну, здесь чаша – это чувства, эмоции и, ну, естественно, интуиция. Во-первых, ваша интуиция, особенно женская, здесь сама знает, судьба это или нет, поэтому вы можете поставить на паузу и написать, мне судьба это или не судьба. С другой стороны, я бы сказал так, что если вы испытываете к этому человеку чувства, которые могут быть, вот как в этой карте, как я описал, вы сейчас отмотайте, когда я ее поднимал, эту карту, и послушайте, что я говорил, окей? Чтобы я не повторялся. То тогда эти отношения вот как раз о том, где вы тот человек, который принимает, а это душа, которая страдает и которая растет, но растет гармонично, вне боли или исцеляясь от боли и страдания. Окей? Здесь, смотрите, здесь на самом деле, скорее всего, вы целитель, а он тот, кто исцеляется в этом раскладе. Понимаете? Если вы чувствуете, что вам сейчас хорошо, это значит, вы исцеляетесь, ваша энергетика гармонизируется, а я как мастер работаю с вами, понимаете, да? То вы точно так же можете работать с этим человеком, в принципе, в отношениях. Так работает. Окей?
Ну и давайте дальше посмотрим еще пару моментов, которые я сегодня бы хотел. Стоит ли вам продолжать эти отношения? Вот вдруг вам надоело. Я не вижу, что вам надоело. Я единственное вижу, что вы где-то можете быть в каком-то анабиозе. Продолжать или не продолжать эти отношения? Десятка пентаклей, я бы сказал, что да. Как минимум, это путь Земли, и путь и среднего мира где-то, да, и это в конечном итоге и познавательно, и интересно, и увлекательно, радостно где-то. Иногда не радостно, но это путь богатства или путь перспективы. То есть, да, я бы вас все-таки не сбивал с этого пути в этом раскладе и сказал бы, что попытайтесь продолжить здесь, в этом случае. Особенно если интуиция вам подсказывает. Есть ли место для счастья в этих отношениях? Можете ли вы быть счастливы, несмотря на вот эту карту? Она как бы подсказывает вам, что в принципе да, но она как бы апеллирует вашей интуиции, да? Можете ли вы быть счастливы? Тут жезлов, опять смотрите, да? Здесь, знаете, как вопрос гармонизации его энергии и вашей энергии. Если вы сможете гармонизировать женскую энергию свою как женщина, а он как мужчина, то благодаря этим двум вспышкам яркой молнии, руны соло, двух эго, а эго можно как бы подкорректировать, да, обязательно во тьме или ясным днем, где-то в глубине самого сердца, которое остыло от боли и страдания, вновь забрежет теплый свет любви и созидания и явит миру новый свет, который так тяжело поддерживать. Видите, карта падает, это говорит о том, что всегда свет тяжело поддерживать. Огонь, очаг всегда тяжело поддерживать. Вот. Особенно одинокому человеку или одинокой заблудшей душе. Перспектива здесь есть, и да, сбудется магия двух горящих тузов жезлов во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амен. Ну и можете поставить на паузу и написать это заклинание для себя. Пусть оно сбудется. И ваш мужчина или ваша женщина после посещения этого гадуна или гадалки, да, обратится к своему внутреннему оно и найдет там так долго искомый лучик света і тепла. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. Все буде добре, от побачите. Па-па.